Всем привет! В этом выпуске мы начинаем многосерийное путешествие по одному из лучших курортных мест в Греции – Халкидикам. У нас говорят «Сантин Халкидики Зенехи». Это примерно означает, что лучшего места нету. Заодно и проверим это утверждение. Погнали! Полуостров Халкидики расположен недалеко от северной столицы Греции Салоников и похож на трезубец, который врезается в море на 120 километров и состоит из трех мини-полуостровов – Кассандра, Ситуния и Афон. Протяженность береговой линии Халкидиков составляет 850 километров и поражает разнообразием бесконечных пляжей, хвойных лесов и туристических поселков. Наше путешествие по Халкидикам мы решили начать с прекрасного поселка Калифея. Мы наконец добрались до поселка Калифея, который находится в 80 километрах от аэропорта Македония. Дорога у нас заняла примерно час. Название поселка переводится как «красивый вид», что в принципе соответствует действительности. Население Калифея составляет 1500 человек, но летом оно значительно возрастает ввиду популярности этого поселка. Добраться сюда можно в том числе и на рейсовом автобусе. Калифея является центром ночной жизни халкидиков, но клубы вынесены за пределы жилого сектора и не мешают спокойному отдыху. Однако главной целью посещения поселка является пляжный отдых. Мягкий золотой песок, чистое и спокойное море, удобные и благоустроенные пляжи, окруженные хвойными деревьями. Идеальная картинка для отдыха. Здесь имеется широкий ассортимент пляжных развлечений. Занятия по душе найдут не только ценители экстремального досуга, но и семьи с маленькими детьми. Друзья, мы сейчас спустились с главной дороги вниз к пляжу. Становится жарко, мы хотим искупаться и заодно вам покажем местный пляж. Все, мы переоделись и готовы к плаванию. Погнали! Учтите, что в Греции очень активное солнце, поэтому обязательно мажьте солнцезащитным кремом. И носите очки. Как это делаю я. Сейчас мы помажемся и будем нырять. Dime si tú necesitas algo dulce para calmar esta noche. Va a ser loca. Esta noche va a ser la mejor de tu vida. Dime si te quieres acostar. Dime si tú quieres que yo haga algo con tu mar. Esta noche te doy una anilla. Por eso va a ser la mejor de tu vida. Мы накупались как уштиан. Друзья, мы заказали Фредо эспрессо, холодный эспрессо. И по старой привычке собираемся им насладиться. То, что нужно в жару. Несмотря на то, что сегодня понедельник, народа очень много. Представляете, что здесь было до всей истории с коронавирусом? Чем хороши эти пляжи? Они полностью оборудованы. Есть бич-бары, где можно сходить в туалет, они прям рядом находятся. Есть душевые кабинки, есть кабинки для переодевания. В общем, все цивильно. Напитки, еда, все, что хотите.
Мы сейчас пройдемся по небольшой набережной, которая находится прямо возле пляжа. И вам что-то покажем из того, что там есть. Мы в Греции, поэтому странно было бы не найти здесь каких-либо раскопок. Рядом с пляжем можно осмотреть останки храма Амона Зевса и пещеру Диониса. Друзья, прямо возле моря апартаменты, студии и гостиница Yellow. Не знаю, что за гостиница, но с виду ничего. Дальше есть кафе-бар и какая-то таверня. Сейчас мы посмотрим, сообщим. Так, мы дошли, здесь есть рыбная таверня Афродите. И, судя по всему, тут же и апартаменты Афродите, ну, наверху. Честно говоря, года 2 назад мы были в этой таверне с другом, ну, на 3 из 5. Пойдем. Друзья, если смотреть на Колифею, то есть быть спиной к морю, то с правой части от меня такие детские пляжи, очень пологий вход в воду, чистенький песочек, как бассейн. В принципе, все, что нужно для детишек. Чуть левее, немножко другой вход в воду, но тоже все чистенько, красиво, но чуть поглубже. Колифей – это мое любимое место для купания. Мы объездили, конечно, пол Греции точно, видели очень много красивых мест. Но это одно из самых комфортных, где меня все устраивает. И пляж, и инфраструктура, и водичка, и песок. В общем-то, кайф, приезжайте. Все супер, да? Да. Погнали дальше. Мы обычно об этом не говорим, потому что у нас почти все пляжи на побережье с голубым флагом. Но в Колифее он тоже присутствует. У Колифеи есть один существенный недостаток. Большая часть поселка находится на возвышенности. Чтобы попасть к пляжу, необходимо пройти пешком 200, 300, а может быть и 600 метров, в зависимости от того, где вы найдете себе жилье. Ладно, когда ты идешь к пляжу, спускаться, но когда ты уже накупался, оставил все силы там у моря, ты расслаблен, преодолеть дорогу наверх очень тяжело. Сейчас ради вас мы пройдем этой дорогой и ощутим все прелести летнего фитнеса. Пойдемте. Друзья, минус минусами, но очень хорошо, что я женат. Ты чё спишь на ходу? Берите поменьше вещей на море. Все-таки вы отдыхаете, а не работаете. И уж тем более не фитнесом занимаетесь. Ребята, мы накупались от души, отдохнули и, конечно же, очень проголодались. И сейчас мы вам покажем лучшую пиццу во всех Халкидиках. Вкуснее мы еще не пробовали. Все пиццы здесь делаются на углях в помпейской печи. Поэтому нам очень импонирует это заведение. Θέλουμε μία special champion. Ναι. Ένα νεράκι. Όχι μικρό. Μία μπύρα θέλω, ξέρω εγώ. Όχι. Ναι, μία μπύρα θέλω. Когда мы жили в Москве, я, честно говоря, не любил пиво. Но здесь, в такую жару, нет ничего лучше, чем выпить кружечку ледяного бочкового пива, причем греческого производства. Ваше здоровье. Класс.
Друзья, это наша любимая пицца. Тоненькое тесто, помпейская печь и супер качество продуктов. Всем рекомендую. Целый стадион нам принесли. Поснимай еще, пока я покушаю. Я уже не могу ждать. Сейчас нам надо распробовать пиццу. Нет, все, я прекращаю съемку. Выключаем камеру. Друзья, я не могу есть вилкой, ножом. Мне кажется, пиццу есть нужно только руками. В другом случае это будет какое-то варварство. Хорошая пицца кушается. Хорошую пиццу кушать надо руками. Это деревенское блюдо. Посмотрите, какая корочка, друзья. Как будто кушаешь вот грузинский лаваш прям. Знаете, вот с краю. Прям захотелось чачи выпить. Могу сказать, с тех пор, как я побывала в Италии и попробовала там настоящую итальянскую пиццу, больше я пиццу нигде не могла есть, пока мы не нашли эту пиццерию. Рекомендую всем, это очень вкусно. Если любите пиццу, ставьте лайк. Я, как обычно, стараюсь, конечно, не есть такие вещи, как пицца. Но здесь настолько тонкое тесто, что можно себе позволить. Что там стараешься? Мы только едим на камеру. Все стараешься не есть. Ну, где я ем такие вещи? Не, чтобы предложить фитнесом позаниматься на камеру. Фитнесом? Только едим. Да, по количеству кусков я далеко в отстающих. 1,4 в пользу моего супруга. Чего 1,4? Я 2 куска съел. Друзья, не слушайте ее. Она втихаря съела 3 куска и говорит, что это я съел. Вот мой кусочек остался, остальное съела моя супруга. Сейчас я буду пробовать пиццу. Но, если честно, пицца очень замечательная. Тесто вообще то, что нужно. В сочетании с прекраснейшим соусом. Причем здесь соуса ровно столько, сколько нужно. Прям чувствуется. Чувствуется, что больше и не нужно. Или нужно, или не нужно. Супер вкусно. Бомбически вкусно. Но, если честно, мы чуть устали от моря. Переели пиццы. Теперь нам даже плохо немножко. Поэтому мы выключаем, наверное, камеру. Прибыв в поселок Алифея, путешественники могут выбрать жилье в зависимости от своего бюджета. От дорогих гостиниц, находящихся непосредственно у моря, до бюджетных апартаментов в верхней части поселка. Средняя стоимость номера от 40 до 200 евро в зависимости от сезона. Так, мы подошли к нашим знакомым, у которых гостиница. Сейчас пройдем внутрь и вам все покажем. Пойдемте. Типичный номер в Калифее. Это номер двухместный, но здесь диван раскладывается, как мне пояснили, становится он еще для 2 человек, то есть для 2 детей. Пойдемте. Стол, кухня. Сейчас пик сезона, середина июля. Такой номер, как нам сказал хозяин гостиницы, если вы забронируете, вот, грубо говоря, по телефону сегодня, он будет стоить в районе 80 евро в сутки. Ну, если это сентябрь или там июнь, то за 50-60 евро можно спокойно его снять. Погнали, да? Сейчас мы находимся на одной из главных улиц поселка. Летом здесь работает очень много магазинов, супермаркеты, вещевые, продуктовые, аптеки. То есть местами, где можно вкусно и недорого поесть, нет проблем. На любой вкус рестораны, пиццерии, гриль-хаусы, кафе. В общем-то, все, что нужно для комфортного отдыха, находится под рукой. Не нужно никуда бежать.
Прогуливаясь, мы набрели на контору аренды автомашин. Соответственно, зашли, спросили, что сколько стоит. В любой момент можете прийти арендовать. Сейчас цены стартуют на самые маленькие машины от 40 евро с простой самой страховкой. И выше, соответственно, выше класс, больше цены. Единственное, что здесь нужно будет оставить залог 500 евро, по-моему. Или с картой, или наличкой, но залог нужен. Также можно снять в аренду скутеры, мотоциклы, где-то от 20 евро и выше. Кстати, если вам интересна аренда авто в Греции, у нас есть ролик на эту тему. Ссылку оставим здесь. Посмотрите. Есть более приятные условия. Пойдемте. Сейчас мы находимся возле очень известной таверны Диас, что означает Зевс. Как и обычно, в Греции это семейный бизнес. И, скорее всего, члены семьи сейчас работают на кухне и в зале ресторана. Здесь можно насладиться прекрасным видом на море, а также попробовать замечательные блюда греческой кухни. Пойдемте посмотрим. Вид, который открывается из этого ресторана, просто непередаваемый. Можно любоваться часами. После съеденного стадиона пиццы мы решили устроить себе легкий ужин. Поэтому заказали лишь рыбку гаврос. Это, наверное, анчоус. Да? Анчоус. И сарделла – это сардины. Самое полезное из всех рыб – это вот то, что вы видите сейчас на столе. Приступим. Вообще идет целиком, но кроме головы. Но я привык хребты тоже отбрасывать. Сейчас мы попробуем гавроса. Не знаю почему, но этой рыбкой называют футбольный клуб из Афин в Греции. Да, гаврос хороший. Ну, оставь, пусть поест что-нибудь. Ну что, я не хочу, чтобы она садилась на это. Голова вообще закружилась. Сейчас она нас покусает, не трогай ее. В принципе, таверня это не дешевая. Во-первых, она известная, во-вторых, у нее отличнейший вид. В среднем салат стоит 7, 8, 10 евро. По нашим ценам это достаточно дорого. Вот каждое блюдо, которое мы заказали, это примерно 9 или 10 евро. В общем, надо рассчитывать, что блюдо где-то второе от 10 до 15, до 20 евро. Кстати, сарделлу обычно готовят на гриле, а гаврос готовят в панировке, обжаренную в масле. Учитывайте это тоже. А еще даже лучше и не пробуйте хлеб в Греции, иначе будет сложно остановиться. Мы вышли из ресторана, расплатились. Что хочу подытожить. Ресторан неплохой, уютненький, там сосновые деревья, прекраснейший вид, еда достаточно неплохая. Но что нас поразило, так это то, что нам в счет автоматом включили плату за обслуживание. Для Греции это дикость. Такое я вижу здесь за, наверное, 3 года первый раз. Поэтому, конечно, решайте сами, ходить вам туда или не ходить, но я считаю, что это неправильно. Пойдемте дальше гулять.
сейчас находимся практически в самом сердце поселка Калифея. Глаза разбегаются от такого разнообразия. Развлечения, еда на любой вкус, игровые автоматы для детей, рестораны, кафе, магазины. Все очень уютненько, со вкусом. Приятного времяпрепровождения. Друзья, яркий пережиток 90-х. Кого раздражают шубы в Греции, ставьте лайк. Друзья, мы сейчас будем играть в этот лохотрон. Не повезло сегодня. There's a world inside my head. I get lost in it from time to time. No one has a spare key. Друзья, на выезде из Калифеи или на въезде, смотря откуда ехать, есть замечательный магазин сладостей. Мы не могли уехать, не купив нашим детям что-нибудь вкусненькое. Но и когда мы уже покупали что-то вкусненькое нашим детям, мы немножко соблазнились и купили себе тоже что-то очень вкусненькое. И сейчас мы собираемся по нашей традиции этим насладиться. Значит, мы взяли лимонный торт. Первый раз это видел здесь, поэтому я его и заказал. Прям лимончик классный. Зачем? Не надо. Но он невкусный. Да ты не ешь такие вещи, да? Заботой о детях мы подсластили себе еще и вечерок. Мы, значит, накупались, нагулялись, наелись, напились. Мы обязательно снимем следующую серию наших похождений в Халкидиках. Ждите наших видео. Если вам понравился наш выпуск, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если остались какие-то еще вопросы, пишите комментарии, мы будем рады ответить на каждый из них. Приезжайте, мы вас ждем. Удачи, пока! It's so